Здравствуйте! Сегодня видео о ремонте паяльной станции Lucky 852D+. У нее сгорел трансформатор после 5 лет непрерывной работы. Сгорел неожиданно. В этом видео я покажу, по какой причине это произошло и как я ее отремонтировал. Сразу скажу, что сюда нельзя поставить импульсный блок питания, так как в станции реализовано управление на семисторах, и для этого им нужно переменное напряжение. Вот сгоревший в последнюю очередь предохранитель на 3 ампера. А вот и сам сгоревший трансформатор. Первичная обмотка перегрелась и расплавила пластиковый каркас. Трансформатор с двумя обмотками на 24 вольта и 10 вольт. Примерная мощность трансформатора около 25 Вт. По моему мнению, мощность явно занижена для 50-ваттного паяльника, даже учитывая то, что работает в основном в режиме поддержания температуры, но все равно достаточно сильно греет. А для того, чтобы отремонтировать высокотехнологичную паяльную станцию, нам понадобится старый добрый паяльник EPSN на 40 Вт. Нашел у себя тороидальный трансформатор с подходящей мощностью 50 Вт и выходным напряжением 24 вольта, но он с одной обмоткой. Придется домотать вторую обмотку на 10 вольт. Намотал тестовые 10 витков, чтобы замерить, сколько витков на 1 вольт напряжения мне понадобится. Получилось 1,2 вольта на 10 витков. С учетом просадки при нагрузке обоих обмоток понадобится приблизительно 100 витков. Замерив внешние габариты, рассчитал необходимую длину провода. Мотаю проводом, который есть под рукой, диаметром 0,35 мм. Его сечения хватит с запасом. Необходимая длина получилась 12 метров. Это намотана только половина, 50 витков, 6 метров провода. Для изоляции использую специальную полиэфирную ленту, которая предназначена для трансформаторов. Она имеет повышенное напряжение пробоя и высокую рабочую температуру до 130 градусов. Готово! Теперь трансформатор нужно закрепить в корпусе. Просверлил посередине отверстие и закрепил на 2 гайках шпильку с резьбой М6. Тут будет установлен трансформатор и прижиматься сверху пластиной. Еще один сгоревший элемент. Семистр на 4 ампера, регулирующий температуру паяльника. Вот и выяснилась причина сгоревшего трансформатора. Сначала вышел из строя сам паяльник. У него нагреватель ушел в короткое замыкание, а не как обычно в обрыв. А так как в схеме нет датчика тока и датчика перегрузки, а есть только регулирование по терморезистору в самом жале, система контроля полностью открыла семистр и ждала нагрева, а нагрев не происходил. При этом трансформатор и семистр работали на перегрузке. Но так как в схеме только общий входной предохранитель на 3 ампера, он не сработал сразу, потому что трансформатор маломощный и не обеспечил тока срабатывания. Когда все же предохранитель сработал, первичная обмотка трансформатора была уже повреждена. Также вышел от перегрева из строя семистр. Закрепил трансформатор металлической пластиной, предварительно изолировав ее полиэфирной лентой. Пришлось купить новый паяльник к паяльной станции. Как видно на видео, все заработало. На наклейках пишу показания индикатора и реальную измеренную температуру жала. Подстройкой показаний в явном виде нет, а искать и менять резисторы делителя мне лениво. Мне достаточно пары контрольных замеров и по ним выставляю температуру. Сейчас разберем, почему произошла эта неисправность и как этого избежать. Я зарисовал входную часть схемы паяльной станции. Как видите, все управляется семистрами, как нагреватель паяльника, так и нагреватель термофена и регулятор мощности компрессора. Пришел мой пушистый помощник проверить, что и как я тут делаю.
Продолжим. Как видно из схемы, есть один общий предохранитель на 3 ампера и нет сетевого выключателя. Да-да, выключатели на передней панели включены во вторичные цепи и не отключают полностью паяльную станцию от сети. Это очень опасная ситуация. И как раз из-за этого и сгорел трансформатор. Когда тиристор от перегрузки перегрелся и перегорел, выключить станцию с передней панели стало невозможно, только выдернув вилку из розетки. Так что самое первое, что нужно знать об этой паяльной станции и ей подобных, нельзя оставлять станцию все время включенную в сеть питания ей, если не работаете, так как в ней нет общего выключателя. Если ваша паяльная станция уже не на гарантии, то рекомендую сделать доработку. Установить дополнительный предохранитель на пол-ампера в цепь питания трансформатора и установить общий выключатель питания сети, чтобы была возможность сразу выключить паяльную станцию, а не тянуться через весь стол к розетке. Всем спасибо за просмотр. До свидания.